Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог, в котором я покажу свои новые гаджеты для рукоделия. И начну с самого маленького, это вот такие держатели. Я хочу сделать бисерные держатели для очков, и поэтому заказала вот такой набор. Здесь есть серебряная фурнитура и золотая. Ну и также она присутствует как на прозрачных держателях, так и на черных. Их я заказывала на сайте Тему. Вы видите их название и также цена в долларах. Я не даю ссылок, так как моя цена от вашей в зависимости от страны может отличаться. Поэтому либо делайте скрин и ищите по фотографиям, либо же по названию ищите самую выгодную для вас цену и тогда заказывайте. Также все это продается и на других китайских платформах, поэтому это никакая не реклама, просто показываю то, чем я пользуюсь. Следующий вот такой набор, он прям вот как сейчас я вам его показываю, так и продавался. Тут две лопатки, также пинцет и фетровый органайзер. Если честно, я хотела именно вот эту лопатку купить. Очень удобно. Я видела, что мастерицы ней пользуются. Как насыпать бисер на органайзер, либо же на такую силиконовую у меня есть коврик, так и собирать потом ним очень удобно. Но пойдя в магазин рукодельный, посмотрела цены и поняла, что заказать на китайском сайте целый набор дешевле, нежели просто купить одну вот эту лопатку. И поэтому заказала. Но вот в целом сейчас я это делаю впервые. Можно сказать, провожу тест на ваших глазах. И хочу сразу сказать, что вот эта лопатка, которую я изначально и хотела, она очень удобная. Она и насыпать удобно, также достать бисер с каких-то глубоких, например, баночек, также удобно. Эта лопатка, наоборот, собрать, она шире, зато вот так, видите, и когда уже закончили, собрать, убрать и разложить каждый цвет бисера в свою коробочку удобно. Однозначно буду пользоваться, рада, что сделала заказ. Опять же таки заказывала на Тему. Как выглядит на сайте, как называется и по какой цене заказывала я, вы также уже увидели. Ну а мы приступаем к следующей покупке. И это набор из четырех вот таких, на первый взгляд, неприметных гаджета. Они пластиковые, напечатаны на 3D принтере, потому что сам пластик, он такой имеет легкий перламутр. Красивые и качественные. Наборы такие бывают разные, из двух деталей, из трех, из четырех, вот как в моем случае, а также, по-моему, я видела из пяти и шести. Ну, мне больше не нужно, поэтому я взяла, как на меня, самые ходовые размеры. У меня размер 1,5, 2, 3 и 4 миллиметра. Сейчас вместе с вами я буду делать тест, я еще сама не пробовала. И покажу то, что было там показано, как этим пользоваться. Вот так подставляется ткань, зажимается и вот тут вышивается. То есть размер стежка может быть 1,5, 2, ну в моем случае, да, в моем наборе 3 и 4 миллиметра. Внутри здесь вот такие выпуклости, которые, когда зажимаются, хорошо удерживает материал. Также я еще хочу проверить, насколько возьмет толщину. Это толстая кожа, вот, например, в два сложения. Видите, здесь есть высота, на которую можно рассчитывать. Ну, вот в два сложения прям очень легко толстой кожи, да. Ну, это, например, если вышивать на джинсовых каких-то кусочках, либо же просто на джинсах. Ну и попробовала в 4 также. Вот так. Ну, у меня просто такой небольшой кусочек, но в принципе, смотрите, даже в 4 сложения толстенная кожа вполне сюда вмещается. Так, ну и давайте я попробую и вам покажу.
Вот так зафиксировалась. Здесь не нужно прям слишком давить, держать. За счет того, что внутри, как я уже показала, есть выпуклости, они прекрасно держатся, то есть просто легко, без каких-либо усилий. Ну и вот я заведу узелок с лица только для наглядности. Взяла контрастную нить, естественно, также для наглядности. Вот. И вот так назад. Это у меня шаблон на 3 миллиметра. И вот так делаются стежки. Ну, опять же, стежки можно делать разные. Просто под эти шаблоны они будут всегда одинаковые. И это, конечно, плюс. Я видела лайфхаки, как девочки, когда обметочным швом шьют, то на пальцах себе такие 2 меточки ставят. Ну, тоже удобно. Но опять-таки, кстати, сейчас покажу, как этот товар выглядел на сайте. Также вы видите точное название и цену, за которую я его купила в долларах. Я считаю, что цена вполне себе доступная. Даже если я не буду пользоваться прям супер часто, то вполне за такие деньги пускай у меня будет вдохновение на какие-то интересные работы. Ну и вот я закончила, да, то есть на размер моего вот этого гаджета. И когда мне нужно продолжить, я его просто открываю, передвигаю и дальше продолжаю. В принципе, с учетом, что сейчас я делаю тест. Во-первых, у меня стоит камера перед лицом, и я не совсем хорошо вижу. Во-вторых, я это делаю стоя. Это тоже не очень удобно. Но в целом, если удобно расположиться, то это вполне себе удобно. На этом этапе видео я ускорила, но так хочу показать вам, что я опробовала 2 вида швов, то есть обычный и сейчас вот вы видите будет обметочный. Также на обратной стороне этих пластиковых гаджетов есть разные рисунки. На сайте не было указано, для чего это, но я решила все-таки попробовать. Наверное, не зря они на каждой этой штучке разные. И я попробовала. Также покажу. Я попробовала буквально на нескольких, но там, я так понимаю, по-разному можно это делать. И также, смотрите, я сейчас сделаю на вот этой голубой. Здесь такие непонятные какие-то рисунки, но в итоге получается очень интересные косые крестики. Ну, в принципе, также, когда вы делаете расшивку, это выглядеть будет хорошо. Также обратите внимание, я уже не зажимаю эту деталь, а просто прикладываю к ткани и делаю стежки. Ровненькие, аккуратненькие получаются крестики. Ну и вот эти волны также, я так понимаю, по-разному можно их использовать. Ну, это был такой тест, образец, можно сказать, пробник. А когда будет какой-то мастер-класс, где я буду их применять, то, конечно же, я все это покажу более наглядно и детально. Ну и следующая моя покупка абсолютно неожиданная, незапланированная, спонтанная, но я скажу, что я супер-мега довольна. Это резак для кружочков. Я когда увидела цену, конечно же, я вам все сейчас покажу. Я подумала, что это какая-то подделка, что такого быть не может. Но когда я получила, смотрю, да нет, все штрих-коды, все Финляндия, просто фирма Fiskars. Это не дешевая фирма. И у меня этой фирмы есть несколько портновских ножниц. Они очень высокого качества. Я очень довольна. Кусачки у меня Fiskars. То есть, ну, я прям знаю, что это супер фирма, это супер качество. И когда я увидела цену, я не поверила своим глазам. И, конечно же, мне это срочно стало нужно.
На самом деле я бы и знать не знала, и иметь не имела бы эту вещь, если бы не моя подписчица, которая, кстати, высылала мне книги. Я делала распаковку, записывала влог, показывала книги, которые она мне выслала. И эта же подписчица мне написала в личное сообщение, скинула ссылку о том, что сейчас акция на вот такой интересный гаджет, а это был как раз период того, что только вышло мое видео с кружочками, и она мне написала как раз по теме вашего последнего видео. Ну и скинула ссылку, скинула, там было еще видеообзор. Я когда посмотрела, думаю, ну вот как, вот сейчас вы видите на своих экранах полную стоимость и стоимость со скидкой. Ну, я не знаю, как пройти мимо. Это я заказывала и покупала на сайте Эпицентр. Я также пошла по другим сайтам. На некоторых сайтах также была на именно этот резак скидка, но не такая. Цена вы видите в гривнах, ну это примерно $40 это полная цена, ну а по скидке я купила за $4,5. Акция эта на сайте Эпицентр будет либо до того, когда закончится этот товар, либо до июля месяца. Поэтому, если у вас есть возможность, желание, вы хотите себе также такой гаджет, то вы еще можете успеть. И смотрите, для того, чтобы ним пользоваться, обязательно должен быть вот такой самовосстанавливающийся коврик, либо же коврик для пэтчворка. Так, у меня здесь разметка отмела, не обращаем на нее внимания. Итак, здесь вот этот центр, ну, я глянула в инструкцию, примерно как пользоваться я понимаю. То есть нужно срез ткани, то есть не срез, а сгиб ткани совместить. Сейчас я буду пробовать и вам покажу. Сразу забегая наперед, скажу, с первого раза у меня получилось странно. Не могу сказать, что не получилось, но это было странно. Потом, несколько раз попробовав, я поняла, в чем была моя проблема. Сейчас вы тоже это увидите. Я не стала вырезать, монтировать эти моменты, потому что вы также можете с ними столкнуться. А возможно, вы давно купили и что-то попробовали, у вас не получилось, и вы решили почему-то этим не пользоваться. И мое видео будет для вас полезно. Вы на моем опыте поймете свои ошибки. Значит, тут есть вот такие два ограничителя, которые прям вставляются вот в эту линию, то есть по тому размеру, который вам нужен. Ну, в данном случае я делаю образцы, поэтому я просто делаю. Вот так прижимаю до упора, получается. Ну, до того, как этот резак упрется в линейку. И провожу. Вот. Это первый блин, который получился чуть-чуть комом. Видите, вот эта сторона, она не прорезалась, хотя резак по ней прошелся. Ну вот я вижу следы от резака, поэтому ножницами можно вот так, без разницы. И оно не прорезалось, видите, частично. То есть не полностью вся сторона, а частично. Ну, я еще тут думала, что у меня, возможно, нажим не был равномерный, то есть я слева направо, когда проходила, налево, например, нажимала больше, направо меньше. Ну и тут я вот уже переставлю, сделаю размер меньше и пробую еще раз. И вы видите, что я уже начинаю справа налево, ну, чтобы проверить свою теорию, своей первой мысли. И вот тут я уже прям чувствую, что как раз таки вот тут, видите, не прорезалась. Но опять же, для меня это странно, потому что не прорезалась только в одном месте. Конец прорезался. Ну, в общем, пробуем еще раз. Я убрала камеру, немного ее сдвинула, для того, чтобы стать по центру коврика, и мне было удобнее. Ну, я думаю, что на видео вам все прекрасно видно. И забегая наперед, скажу, это не сработало.
Но я хочу вам показать ход своих мыслей, когда не получается, да. То есть пробую каждый раз по-разному. Вот я опять начала справа налево. Вот веду. Тут я на самом деле сильно давлю, так давить не нужно. Ну, точнее, не обязательно. Вот тут у меня получилось неровно. Там, где у меня как раз-таки рука остановилась, немножко сместилась. Ну, в общем. И тут, смотрите, вот я уже на правильном пути. Что я сделала? Остановите видео и напишите в комментариях, что я сделала не так. Конечно же, самые внимательные сразу заметили, что я поменяла расположение линейки. То есть изначально я резала, когда линейка была горизонтально по отношению ко мне. Сейчас я ее повернула и стала вырезать вертикально. Тут я поняла, что получилось, и получилось хорошо. Убираю, пробую еще раз. Знаете, как закрепить, точно ли это не совпадение. Ну и уже тут, конечно, да. Понимание, что именно такое расположение является правильным, я начинаю тестировать интенсивность нажатия. Ну, для тех, у кого есть дисковый нож, мат, кто режет с помощью линейки, те прекрасно это понимают и знают, что не нужно прям, ну, совсем-совсем сильно давить, ткань и так прорежется. И, ну, этот дисковый нож, его нужно почувствовать. Ним работать на самом деле легко. Но это немножко другое, потому что резак идет по кругу, и сам диск, который режет, он маленький, поэтому немножко ощущения другие. Но, как говорится, рука набивается, и с каждым разом получается все лучше. Тут, видите, чуть-чуть, совсем немножечко, но я это почувствовала. Я знала, что в том месте не разрежется. Ну и вот таким образом дальше продолжаю тестировать. И на этом этапе мне уже безумно нравится мой новый гаджет. Я довольна покупкой. И, конечно же, у меня очень много новых идей к новым мастер-классам. Здесь я старалась вырезать как бы припуск. Да, ну вот вы видите. А, Также, ну, опять-таки, это же все пробники, мне нужно и так, и сяк попробовать хочется. Поэтому покажу видео, новый мастер-класс обязательно с кругами будет. Обязательно ли иметь такую линейку? Конечно же, нет. Можно всю, как говорится, по старинке вырезать любой по диаметру шаблон, и с шаблоном по тому мастер-классу можно будет сшить изделие или полотно. Но, конечно же, теперь с таким гаджетом мне нарезать круги будет намного быстрее. Сказать, что эта покупка была прям обязательная, конечно же, нет. Но когда такие скидки, почему не пользоваться, почему не покупать, не баловать себя какими-то новыми приспособлениями. Мир не стоит на месте, технологии не стоят на месте, поэтому я их люблю, использую, внедряю и с радостью делюсь своими находками с вами. А вам огромное спасибо, что делитесь со мной. Ведь если бы, как я уже сказала, мне не написала моя подписчица, я бы и знать не знала. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если вы впервые на моем канале, пройдите во вкладку плейлисты, там вы найдете видео по шитью, мастер-классы по вязанию, по вышивке. Я уверена, что на моем канале вы найдете много интересных для себя мастер-классов. Если остаются какие-то вопросы, пишите в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.